Аня, а может чебуреков пожарим? А я тебе, Сережка, хочу предложить кое-что другое. Намного полезнее и вкуснее. И при том, что печку тебе мыть не придется, она останется чистой. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сразу и начнем. Понадобится 400 граммов просеянной муки. В чашке у меня 250 миллилитров обычной прохладной воды, комнатной температуры даже можно сказать. Добавляю в нее 1 чайную ложечку соли и хорошо перемешиваю, чтобы соль растворилась. Когда соль растворилась, добавляю в воду 2 столовые ложки растительного масла. Снова немножко перемешаю и начинаю замешивать тесто. Я буду это делать сначала ложкой. В миске уже неудобно. Перехожу на доску. И вымешиваю около 3-5 минут, чтобы тесто стало однородным, гладким. По необходимости можем подсыпать муку. Раньше бабушка моя всегда такое тесто делала на вареники. И ничего не выдумывали. Я вижу, у меня здесь все прекрасно. Видите, оно не липнет ни к столу, ни к рукам. Такой плотный кецик. Выкладываю тесто в пакет и оставляю на столе. А я тем временем займусь вкусной начинкой. Для этого мне понадобится, конечно же, мясо. Нарезаю на кусочки. Для удобства, чтобы было хорошо пропустить через мясорубку. На мясорубку я установила самую крупную решетку, чтобы мясо получилось сочным. Типа рубленное. Да, можно, конечно же, нарубить. Ну, не хочу сегодня с этим возиться. На улице прекрасная погода, и можно поехать посмотреть какую-то красоту. Все, 500 граммов будет достаточно. Поехали. Поехали. Все, вот и справились. Беру 1 крупную луковицу и меленько нарезаю. Хочу именно нарезать, тогда начинка получится намного сочнее, друзья. Перекладываю к фаршу. По желанию можно добавить немного зелени. У меня это будет черемша. Как раз и вкус чесночный, в самый раз. Ты как прямо повар-профессионал режешь. Так нож же у меня какой, шефовский. Сюда же. Добавлю соль, черный молотый перчик. И, друзья, из специй я больше ничего не буду добавлять. Хочу натуральный вкус. И для сочности капну немножко водички. Берем орудие труда, рути, и все хорошо перемешиваем. Прям хорошо-хорошо, чтобы лучок пустил сок, и травушка-муравушка пустила сок. Все объединилось. Фарш я отбивать не буду, просто хорошо перемешаю. Потому что, друзья, если я его отобью, он в лепешке возьмется таким комом. Знаете, как вот в пельмешке бывает, тесто отдельно, фарш отдельно. А если я его просто перемешаю, он будет таким рассыпчатым, рыхлым и вкусным. Все, готово. Оставлю на 5 минут, чтобы промариновалось немножко. Сковородку на огонь. Делаю минимальный нагрев. Пусть она просто себе здесь потихоньку греется. И все же одним глазком, друзья, слежу. Тесто. У меня просто уже начался рефлекс, Сережка. Я предвкушаю, как это вкусно. Немножко его раскатаю в колбаску и поделю на части. Как думаешь, на сколько? 1, 2, 3. Мне понадобится для начала 2 части. А эти накрою салфеточкой, чтобы не заветривались. Беру часть теста и тонко раскатываю. В круг, друзья. Но если даже круг не сильно ровный, не страшно. Позже покажу. Есть. Откладываю его в сторонку. Беру следующий и проделываю то же самое. Стараюсь сделать примерно одного размера кружки, чтобы были. О, идеально. Вот такой вот. Видно меня через него? Не видно? Вот, 2 кружка у меня есть. Беру начинку и выкладываю. Таким тоненьким слоем. И все же, чтобы она была. Примерно по 1 сантиметру, не доходя до края. Беру 2 пласт теста и накрываю сверху.
Его можно потянуть так, чтобы краешки сошлись с краешками. Вот, накрыли, все сошлось. Сейчас пальчиком прохожусь по краешку, как бы залепляя. Чтобы соки остались внутри. Да, конечно. С этой стороны тоже. Да. Видишь, как это меня? И чтобы было посимпатичнее, друзья, беру краешки и загибаю, как на варениках. Каравай. Каравай, каравай. Кого хочешь, выбирай. Ой, где-то с детства такое, да? О, вот такая красота получилась. Сковородка у меня уже разогрелась. Смазываю растительным маслом. Просто смазываю. И выкладываю лепешечку. Накрываю крышкой. Делаю минимальный нагрев. Что, еще меньше? Да, Сережка, еще меньше. Мясо внутри должно приготовиться. А вот так вот. Ну а мы продолжим. Ну а мы продолжим, конечно же. Стол немножко присыплю мукой. Часть теста. Видите, у меня даже обрезков не осталось. И раскатываем. Что там в нашей сковородке, Анютка? Что у нас там? Друзья, когда на крышке образуется конденсат, я его протираю. Как я ориентируюсь, что уже пора переворачивать? Когда вижу, что верхушечка стала матовой, уже смело могу. Опа! О, смотрите. Круче, чем чебуреки. Так и назову, друзья. Круче, чем чебуреки. Ой, давай, Сережка, уже хочется, пока тепленькие, с пылу в жару. Разрежем, чтобы было удобнее, друзья, есть. Ой! Посмотрите, здесь сама сочность. Все. Опа! Посмотрите, какая красота. Все прекрасно пропеклось, оно сочное. Я уже хочу. А сметанку? Ой, здесь не нужна никакая сметанка. Здесь просто нужно брать и наслаждаться. Это круче, чем чебуреки. Знаете почему? Почему? Не так жирно, сочно, нет гари, нет копоти, печка чистая, готовится быстро, просто вообще класс. И можно есть даже тем, кто на диете. Ну что здесь? Вода и мясо. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды, мудрой жены, послушных детей и хороших идей. Да, друзья, и хороших идей. Аня, давай это же снимем. Угу. Аня так увлеклась пирожком. И этот сюда. Можно и не смазывать даже сливочным маслом. Все равно будет вкусно. Оп. Ну. Скажи вкусно. И не чебуреки, и не беляши, И не пирожки. и не пирожки, но вкусно. Вот это я что тебе сразу скажу. Это вкусно настолько. Угу. Посмотрите, какая сочность. Прям Вообще сочная, класс. сочная. Сережка все-таки достал сметану. Благодарю тебя за идеи. Угу. Аня, а со сметаной, попробуй со сметаной, насколько это вкусно. Давай. Это реально вкусно. Ну и главное, что ты доволен. Благодарю тебя за то, что ты живешь со мной и кормишь меня такими вкусняшками. Пожалуйста, наслаждайся. Кто молодец? Кто молодец? Я, друзья, молодец. Кстати, Сережка, видишь, печка абсолютно чистая. Ой, о, посмотрите, там олени. Где? Вон олени. Выходи. Олени. Или лоси. Ну, не убегайте. Вон они побежали. Вон он, вот он. Вот. Ушами шевелят. Они такие прикольные вживую. Там видно. Сережка говорит, там лучше видно. Вот они ходят. Обалдеть.